Здравствуйте, сталкеры! С вами Рогатый Жнец. А сегодня у нас первое видео по чистому небу. Тех, кто уже постепенно входит в режим паники, спешу успокоить. Да не ушел я от тени Чернобыля. Поначалу видео по другим частям сталкера будут выходить нечасто, но постепенно их доля будет расти. Итак, а тема сегодняшнего видео – как мы можем оказываться в других локациях, выполнив при этом 0 заданий. Все дело в том, что на картах есть некие скрытые триггеры, которые принудительно направляют игрока в другую локацию. Разработчики поместили эти триггеры за пределы досягаемых текстур, чтобы всякие типа меня не смогли до них добраться. И знаете, у них почти получилось, потому что выйти за пределы, к примеру, базы чистого неба, но без проводника, весьма сложно. Начнем с того, что все, казалось бы, проволочные маленькие заборы на всех картах дублируются очень высокой невидимой стеной. Ну а здесь нам может помочь только так называемый лифт. Баг, который, кстати говоря, работает во всех версиях сталкера, обозначенный в прошлых видео как баг номер 170. Но даже в этом случае не все так гладко. На этой базе есть лишь несколько маленьких поверхностей, которые позволяют на них делать лифт. И только одно место, где можно успешно выйти за стену и остаться при этом в живых. В самом начале игры можно ни с кем не говорить, а сразу бежать туда. Небольшая железная площадка возле сортира. Сохраняемся, делаем тут лифт, а чтобы перелезть данную стену, нам нужно будет набрать приличную высоту. Но здесь есть неприятный, не скажу что баг, скорее особенность, присущая всем частям игры. Если игрок во время даже небольшого падения заденет куст или даже крону дерева, то он мгновенно умрет. Назовем это, к примеру, 241 номером. Так вот, чтобы обмануть 241 фичу, нам потребуется аккуратно спрыгнуть на невидимую стену. Чтобы это сделать, нажимаем кнопку назад, когда будет показывать 17 метров. Вот мы находимся на верхней кромке невидимой стены. А теперь аккуратно слезаем на эти ветки и спрыгиваем в просвет. При этом мы получаем незначительный ущерб, но это нас не убьет. Ну вот, мы сломали все защиты разработчиков без читов. А теперь можем творить всякую дичь. Да, кстати, полезный совет. Сохранитесь после успешного перепрыгивания. А теперь нам нужно место на карте, вот примерно тут. И судя по карте, нам нужно бежать на восток до самой Японии. Еще одна особенность серии Stalker: через наши любимые стены можно легко пройти с обратной стороны, но категорически нельзя изнутри. И вот в этой связи мы можем встретить первый баг этой версии. Местами эти стены идут мимо заборов. В итоге, когда мы из нее выходим, мы застреваем между ней и забором. Ладно, теперь вспомню, зачем мы сюда пришли. Бежим на восток. Так, что-то я устал. Хотя что это я? Есть же баг распрыга, работающий тоже во всех частях. Ладно, это все понятно. Вот наше место. Сохраняемся тут и смотрим, где мы на карте.
Если мы пойдем здесь дальше, мы уткнемся в триггер перехода на кордон. Но это в принципе еще нормальный переход. Меня защитят деревья. А нет. Теперь давайте пройдем на запад, поближе к забору. Далее на север к ближайшему дереву. Здесь у нас будет контрольная точка. Но только аккуратнее, здесь не заденьте обломный триггер, который мало того, что не даст перейти, так еще и вернет нас в нормальную зону. Сохраняемся возле этого дерева. А теперь проходим строго на восток в сторону этой елки. Проходим примерно половину пути. И теперь, если мы дернемся на юг, нас перекинет в другую часть кордона. На этот раз уже в запретные текстуры. Если мы от этого дерева сместимся на юг и чуть-чуть на восток, то нас закинет аж в темную долину. Во все последующие карты нас будет выкидывать в запретные текстуры. А если мы пойдем просто прямо к елке, то мы упремся в триггер перехода на военные склады. А теперь бежим на исходную, откуда пришли. Встаем подальше, таким образом, чтобы эта же елка была у нас строго на севере. Идем прямо к ней и сохраняемся. Если мы ринемся на северо-запад от этой елки, мы упремся в триггер свалки. Теперь пройдем строго на запад от этой елки. Становимся на уровне правого края куста и бежим в него. Здесь мы упираемся в триггер перехода на агропром. А на юго-западе от елки у нас триггер перехода на янтарь. Переходим мы в запретную зону, недалеко от перехода в рыжий лес.
Ну и, пожалуй, самый интересный — это триггер возле этого камня. А направляет у нас сразу в рыжий лес. Бля! Чуть не даванул. Здесь мы находимся также в запретных текстурах, с которых мы можем легко спрыгнуть и зайти сразу в туннель в Лиманск. Продвигаемся вперед! Всем внимание! Кстати, если мы пойдем просто на север от елки, то мы попадем в ловушку из невидимых стен. Здесь их расположили весьма странно, и отсюда у нас только два пути. Триггер перехода на рыжий лес, либо обломный триггер. И еще момент. Везде, где мы появляемся за текстурами на картах, также кучкуются все эти триггеры переходов на каждую эту карту. Вот, например, появляясь в рыжем лесу, если мы отойдем чуть-чуть назад, то мы возвратимся на болото. А на северо-западе триггер на темную долину. Чувак! Чувак! Поправить здоровье? Прикинь, я минуту назад был в рыжем лесу. Заходи на следующей неделе. Обещает такую дурь подвести. А, окей. Ну а здесь, например, где-то переход на свалку. Ну а насчет других локаций, к сожалению, на них нет переходов. Ну что ж, если понравилось видео, не забывай поднять палец. Спасибо за просмотр. А пока на этом все. До встречи.